Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас сегодня не очень обычная история. Она не только о людях, но и об одной силовой структуре и рождение, и существование которой окружено таким количеством легенд и неправды, что мы захотели рассказать вам, как все было на самом деле и с чего это начиналось. Я не буду вам говорить с самого начала, о какой структуре рассказ, догадаетесь, как говорится, по ходу дела, ну а в середине рассказа я точно вам карты раскрою. Итак, началось все еще в XVIII веке при матушке Екатерине с молодого человека, которого звали Евграф Комаровский. Он родился в 1769 году, был сыном чиновника дворцовой канцелярии и рано осиротел. Отец умер, когда мальчику было лет 7. Вскоре он вообще остался один. И как было принято, в 7 лет его записали служить гвардейцем в полк, где он и числился, как и Петруша Гринев. Кстати, сослуживцами его виртуальной службы в этом полку были отец и дядя Александра Сергеевича Пушкина. Также в детском возрасте числились по гвардии. Но когда молодому человеку исполнилось 18, и он дал соответствующие испытания, которым главным образом, конечно, готовился дома, то оказался не на военной службе, в коллегии иностранных дел. Тогда не обязательно после гвардии те распределяли в армию. Его распределили работать дипкурьером. В чем задача дипкурьера? Кто смотрел советские фильмы «Красные дипкурьеры», можете себе представить, чем занимаются специальные сотрудники МИДа, которые перевозят секретные документы и особо важную дипломатическую почту. Тебя постоянно посылают за границу, ты вооружен. Иногда тебя сопровождают специальные охранники, потому что ты везешь очень важные и секретные документы. Вот подобного рода секретными миссиями молодой Евграф Комаровский, сотрудник МИДа, как бы сейчас сказали, но особый сотрудник, сержант гвардии, ездил по европейским столицам. Кстати, один раз даже попал в историю министерства. Молодому сотруднику доверили сверхсекретную в координатах того времени задачу как частному лицу тайно явиться ко двору маркграфа Бадена, ну это который Баден-Баден, и организовать написание портретов двух его дочерей, принцессы Луизы и принцессы Фредерики. В чем, собственно, секретность этой забавной по нынешним меркам миссии? А дело в том, что совершенно тайно Екатерина II спланировала, что ее любимый внук Александр должен жениться непременно на одной из этих двух немецких принцесс. Портреты нужны, чтобы посмотреть, какая ему понравится больше, прежде чем приглашать их уже в столицу, в Петербург, для личного знакомства. В те времена династический брак между правящими домами – это вопрос большой политики. Даже если это династический брак между гигантской Российской империей и лишь одним из германских королевств. Миссия действительно секретная. Никто не должен знать, что такой династический брак готовится. Молодой дипкурьер Евграф Комаровский с этой задачей справился, его сложно инструктировали. А тогда европейские дороги кишели бандитами, секретными агентами конкурирующих держав. Он защищать должен был эти портреты ценой собственной жизни, а в случае, если припрут к стенке, последняя пуля себе. А в тех видах вооружения единственное. Справился, портреты привез, и в качестве награды был приглашен в бракосочетание будущего императора Александра I с немецкой принцессой Луизой. Кто читал «Трех мушкетеров», я надеюсь, среди вас таких большинство, то вот помните всю эту историю с подвесками королевы? История? Фу. А какой роман?
У нас таких историй пруд-пруди. И не только с портретами принцесс. Ждут своего Дюма. В дальнейшем молодой Дюпкурьер стал адъютантом младшего брата императора Константина Павловича. Я вас отсылаю к этому подзабытому, но очень интересному Романову, чуть не ставшему императором всероссийским. И вот вместе со своим начальником, с Константином Павловичем, он какое-то время идет по жизни. Когда Константина Павловича назначили шефом кадетского корпуса, одного из немногочисленных учебных заведений империи, где готовили кадровых офицеров, то получилось так, что молодой Евграф Комаровский даже спас будущего спасителя Отечества Михаила Ларионовича Кутузова. История занимательная в том смысле, что проходят века, но мало что меняется. Михаил Кутузов служит начальником кадетского корпуса. Когда его назначают, финансовые дела корпуса очень плохи. Он весь в долгах, денег на подготовку кадет не хватает, курсантов, современным языком. Поэтому Михаил Ларионович решает не клянчить бесконечные субсидии в казне, а денег в казне всегда нет, а попытаться самому разобраться с хозяйством и избавиться, как бы сейчас сказали, от лишних непрофильных активов. Дело в том, что кадетскому корпусу были выделены в Петербурге и окрестностях разные земельные участки, которые он никогда не использовал. Поэтому Михаил Ларионович эти земельные участки продает, средства поступают в бюджет корпуса, вроде бы все хорошо, но меняется начальство. И новый директор считает, что продано дешево, и делать это было не нужно. И нет ли тут коррупционной составляющей? Начинается расследование. И расследованием занимается кто? Молодой офицер, адъютант Константина Павловича, шефа кадетского корпуса, наш герой Евграф Комаровский. Разобрался. Коррупционной составляющей не обнаружил. Сказал, что дело правильное. И, наверное, тем самым сохранил для нас Михаила Ларионовича Кутузова, который через 10 с небольшим лет станет спасителем Отечества. Дальше была Суворовская война в Италии, в Швейцарии, знаменитый переход через Альпы, где младший брат наследника престола, сын императора, обычным офицером отправляется в действующую армию. Так было принято. Вместе с ним отправляется адъютантом Евграф Комаровский. Ну, вы, наверное, думаете, что адъютант самого великого князя Константина Павловича будет исключительно тыквенное латте пить в палатке где-нибудь с серебряного подноса, в то время как солдаты будут воевать. Нет, задача адъютантов была совершенно другая. Евграф Комаровский штабным офицером не был. Помните, самый драматичный эпизод перехода Суворова через Альпы – чертов мост. Альпы, пропасть. С одной стороны наши, с другой стороны французы. Французы, отступая, разбирают центральную часть довольно узкого моста, который висит над этой пропастью. Арьергард французской армии, отступая, ведет огонь, не позволяя нашим перейти через чертов мост. Там, в общем-то, и без огня по целому мосту идти страшно. Глаза хочется зажмурить. Вот тогда наши офицеры разобрали какое-то деревянное строение с этой стороны пропасти, связали бревна и доски своими офицерскими шарфами. Мы помним, что такое офицерский шарф. Очень широкий и очень крепкий пояс, длинный, отличительный знак офицера. Приходите в музей военной формы, вы увидите там несколько типов офицерских шарфов, которые в разное время носили сначала при Петре через плечо, но поскольку погон не было, он соскальзывал, потом стали офицерскими шарфами подпоясываться, используя их как пояс. И сегодняшний парадный офицерский ремень наш с золотой бляхой, который вы видите на параде у наших военнослужащих, это в какой-то степени прапраправнук офицерского шарфа. Так вот, офицерскими шарфами связали бревна и доски, перебросили их и бегом под огнем на ту сторону пропасти. Мало кто знает, что ударным батальоном, который первый перешел через мост, командовал именно адъютант Константина Павловича, молодой Комаровский. После боя в этом первом ударном батальоне осталось в строю 2 офицера, 80 солдат и 1 музыкант-флейтист. Вот такой был бой у чертова моста. После возвращения Комаровский будет произведен сразу в генералы. Он напишет в своих мемуарах впоследствии, кавычки, «Вот так с небольшим в 7 лет
из сержантов гвардии получил я генерал-майорский чин. Он не пишет о своем героизме, о сражении у Чертового моста. Нет, он пишет скромно так. Это могло случиться только в царствовании императора Павла Петровича, где беспрестанны были выключки, отставки и потому большие производства. Ну, то есть освобождались вакансии, офицеры гибли, и те, кто оставались в живых, занимали вакансии и быстро продвигались по службе, а не только в силу какого-то личного героизма, который в данном случае Евграф Комаровский ставит на 10-е место. Кстати, помните «Горе от ума»? И комического персонажа, сатирического, как мы учили в школе, полковника Скалозуба. Я, кстати, могу много на эту тему вам всего интересного рассказать. Кем на самом деле был полковник Скалозуб для современников, как они его воспринимали, помимо, конечно, некоторой иронии автора над его солдафонством. Ну, вот у Скалозуба есть в «Горе от ума» такие строки. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Полковник Скалозуб тоже продвигался по службе, потому что он, конечно, с иронией говорит о том, что он счастлив в товарищах, которым меньше повезло, чем ему. Они либо ушли в отставку по тяжелым ранениям, по увечьям, либо просто перебиты. Война. Из музея той самой силовой структуры, о которой мы расскажем вам позже, генерал Комаровский получает такую генеральскую шляпу. Тогда была мода примерно с начала XIX века и до 1840-х годов, то есть до времени Николая Васильевича Гоголя. Называлось это не треуголка, как несложно догадаться, двууголка. Это генеральская шляпа с эмблемой, георгиевские цвета, с таким красивым плюмажем. Ну, плюмаж, естественно, только при параде. Так-то без него. Ну и носилась эта двууголка, не буду одевать на себя, я ни генерал не заслужил. Носилась такая двууголка либо вот так, в анфас, обязательно один угол повыше, либо в поле, вот таким образом. Ну, как несложно догадаться, в поле двууголку одевали, когда вскакивали на коня, чтобы просто его не сдуло, чтобы было удобно. Это, собственно, детальнейшая реконструкция шляпы генерала Евграфа Комаровского. Генералу 30 с небольшим. То есть молодые генералы эпохи наполеоновских войн. После воцарения Александра I Евграф Комаровский, как его доверенное лицо, ну или доверенное лицо его младшего брата, получает неожиданное для молодого петербургского военного задание – помочь разобраться с преступностью на улицах столицы. Действительно, в Петербурге бандитизм. Просто как Глеб Жиглов и Володя Шарапов. Видных сановников могут остановить карету, ограбить прямо на улице, избить. Случаи эти массовые. Шайки бандитов где-то по окраинам Петербурга, асоциальные элементы во всех европейских столицах. Почитайте Виктора Гюго, примерно одни и те же проблемы. Молодой генерал, ознакомившись с организацией работы петербургской полиции, к слову сказать, крайне немногочисленной, представил Александру Первому проект повышения эффективности работы полиции, где среди нескольких мер предлагалось изменить комплектование полицейских и пожарных команд, который потом будет внедрен и в Петербурге, и в других городах Российской империи. В чем суть? Дело в том, что во всех городах были небольшие команды ветеранов. Их называли командами инвалидов. Это старые солдаты, отслужившие свой срок, которые не вернулись обратно в деревню, нет у них семьи в деревне, нет имущества. И они остаются на государевой службе уже после 25 лет. Рекручены, получают жалования, как бы сейчас сказали, контрактники. Вспомним «Капитанскую дочку», там весь гарнизон состоит из такой инвалидной команды. Пожилые, немолодые по современным меркам солдаты, такой же немолодой капитан, выслужившийся солдат. Эти инвалидные команды подчиняются гражданским властям, ну и привлекаются по мере необходимости для решения каких-то задач, когда не хватает рук. Комаровский предложил усилить эти инвалидные команды, создать на их базе специальные военные подразделения. Это все-таки опытные отслужившие солдаты. Понятно, что бросать их на передовую, наверное, не стоит. Они свои 25 лет на передовой отслужили. Но они могут помогать полиции для выполнения огромного количества функций и таким образом полицию усилить.
Так постепенно Евграф Комаровский пришел к идее создания отдельной структуры, то есть внутренней стражи. В 1811 году, накануне войны с Наполеоном, выйдет императорский указ о создании внутренней стражи. Генерал Комаровский будет назначен ее инспектором, то есть руководителем. Будет создано несколько полков запасных и внутренних так называемых запасных батальонов в помощь полиции и для наведения порядка на территории империи. Какие главные задачи внутренней стражи? Преследовать, истреблять разбойников и воров, прямая помощь малочисленной полиции. Затем разгонять запрещенные законом скопища подданных, я цитирую, усмирять неповиновение и буйство, чтобы не отвлекать армию, если возникают какие-то волнения. Пугачевщина была не так давно, но все это в памяти народной. Далее важно поиск беглых, дезертиров из числа рекрут, затем сопровождение рекрут в армию, сопровождение арестантов. Раньше этим занимались все подряд, теперь этим занимается внутренняя стража. Но рекруты, как мы понимаем, по пути из деревни в армию тоже могли сбежать. Многие шли на войну как на смерть. Для одних это был социальный лифт и возможность жить сыто, а другие совершенно служить не хотели. Затем содействие сбору подати и выколачивание недоимок, помощь налоговой службе, часовые по тюрьмам и острогам, теперь не кто попало, а именно батальоны внутренней стражи, а также помощь при пожарах и наводнениях, то есть функции современного МЧС. Когда началась война 2012 года, только-только созданная внутренняя стража не только обеспечивала надежный тыл, но и сражалась на передовой. Приведу буквально пару примеров. Один из самых первых дней вторжения Наполеона. Город Гродно. Неман. По мосту город атакуют штурмовые отряды французов. В Гродненском гарнизоне, кот наплакал, только казаки и так называемый внутренний батальон. Батальон громко сказано, потому что всего 108 человек из числа армейских ветеранов. И вот эти 108 ветеранов вместе с казаками на протяжении целого дня удерживают мост, не дают французам перейти на этот берег. А потом, уже отступив, прапорщик внутреннего батальона Ившин, история сохранила фамилию этого героя, получил приказ мост поджечь. Ившин из крестьян. В офицеры, в прапорщики выслужился в суворовских походах. Мы должны с вами понимать, что пропасть между нижним чином рядовым и прапорщиком, первым офицерским чином, его благородие дворянином, в 100 раз выше, чем между прапорщиком и генералом. Ившин поджигает мост, и его сразила французская пуля. Этот ветеран внутренней стражи был первым русским офицером, погибшим в войне 812 года. Внутренняя стража занималась всем. Вспомним знаменитое наводнение в Петербурге, когда вода поднялась на 4 метра, залила первые и вторые этажи. Когда на следующий день грянул страшный мороз, вообще невозможно было проникнуть в эти помещения. Начался голод, падеж скота. Этот ужас описан у Пушкина в «Медном всаднике». Тогда, в ноябре 1824 года, среди тех, кто боролся с последствиями наводнений, конечно, была и внутренняя стража, и лично генерал Комаровский. Он отвечал, кстати, за самую проблемную часть Петербурга, бедные районы. Там требовалось не только спасти людей, а людей погибли сотни, но и накормить, обогреть тысячи пострадавших, лишившихся домов. Улицы расчистить от завалов, от мертвого скота, организовать ремонт жилья, обратное расселение. Всей этой тяжелейшей работой занималась внутренняя стража, тем, чем сегодня занимался бы МЧС. В конце своей жизни генерал Комаровский уедет в имение уже в годах. Имение у него было в Орловской губернии, кстати, получено от жены, супруга, дальняя родственница Михаила Лермонтова, его троюродная тетка, видите, как тонка прослойка была в то время. Его поразила бедность, захламленность этого имения. Ну, что бы сделал нормальный генерал, немолодой, заслуженный. Бросил бы он это имение, как Пушкин, сдал бы его в залог банку, получил бы деньги и припеваючи доживал остаток дней в столице или где-нибудь в Европах, в Баден-Бадене, например, где он бывал в молодости. Но у генерала Комаровского был, что называется, настоящий зуд
хорошего, крепкого хозяйственника. Поэтому засучил рукава, открыл в имении больницу для крестьян, кирпичный заводик, затем суконную фабрику, потом конный завод. Проложил хорошую дорогу от имения до Орла. Устроил даже крепостной театр, а потом для красоты разбил английский парк с прудом и фруктовые сады. В общем, его имение за несколько лет превратилось в одно из самых процветающих в центре России. И потом он еще написал мемуары, вот, кстати, они, издание 1914 года о своем времени, о наполеоновских войнах, о создании внутренней стражи, о Павле, о Константине Павловиче, об Александре Первом. Эти записки были очень популярны в свое время, издавались в исторических журналах, отдельными изданиями. И, кстати, у нас в России для любителей истории тоже эти записки неоднократно изданы. Скончался в Комаровске в почтенном возрасте, в 74 года, в Орле. И когда о его смерти узнали крестьяне, то, поскольку похоронить он себя завещал в построенной им же церкви, рядом со своим имением, они пришли в Орел и 35 верст на руках по собственному почину несли гроб с телом своего помещика до места его последнего упокоения. Имение Городище, к сожалению, после революции 17 года было разграблено, потом бесследно исчезла собиравшаяся много лет поколениями комаровских коллекция старинных книг, картин, монет. Ну, а потом в 30-е годы был разрушен уже и склеп, и место захоронения. И, казалось бы, не осталось от генерала Комаровского никакой памяти, ни коллекции, ни имения, ни заводов. Но нет. Самым главным потоком Евграфа Комаровского стала созданная им внутренняя стража, которая продолжала выполнять все функции, заложенные еще указом Александра I. То есть следила за порядком внутри империи. И давала, кстати, работу отставным ветеранам вооруженных сил. А во время войны ее также бросали в бой. Например, в Крымскую войну. Помним, что война шла не только в Крыму, а еще и на Кавказе, на Балтике, на Белом море и даже на Камчатке. И вот 20 мая 1854 года британская эскадра решила атаковать в Азовском море гражданский порт Таганрог. Поскольку порт гражданский, ни одного орудия, только 2 роты внутренней стражи ветеранов, ну и казаки. Подплыла британская эскадра, потребовала сдать город, передать все склады продовольствия, перегрузить на корабли. Наши ответили, цитирую, кавычки: «Русские своих городов не сдают. Таганрог не крепость. Орудий у нас нет. Вы можете бомбардировать город безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но мы предлагаем: выходите на берег. Мы померяемся силами. И если возьмет ваше, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг». Интервенты рыцарской войны не приняли и начали издалека артобстрел. Обстреливали церкви, госпитали, все гражданские объекты, на которых специально были вывешены флаги, обозначающие, что это госпиталь, это храм. Нет, все обстреливали, разрушали. Потом первые команды английской морской пехоты попытались высадиться. Подробности этой высадки изложены в мемуарах знаменитого генерала Татлебина. Кавычки. «Против места высадки находился гарнизонный полубатальон, которым командовал отставной саперный подполковник Македонский». То есть те самые 2 роты ветеранов. Македонский скомандовал в атаку. Фамилия у него соответствующая. Какую команду он мог еще дать? Стрелки-инвалиды ударили в штыки и опрокинули неприятеля к лодкам. Кавычки закрываются. Видя, что город сходу не взять, английская эскадра ушла. Еще пару слов о действиях наших инвалидных команд на севере. Там была команда и в Соловецком монастыре, и в городке Кола на Кольском полуострове. Английская эскадра подошла к Соловкам, долго обстреливала, ничего не добилась. Довольно анекдотичная, кстати, история. Один из немногих выстрелов из старинной пушки со стороны Соловков чуть не потопил английский фрегат. Куда-то удачно они попали. Они отошли в Кольский залив, где находился малюсенький деревянный острог Кола. Это и сейчас крошечный городок с мини-гарнизоном. Эта деревянная крепостица давно утратила всякое военное значение.
гарнизон был 50 инвалидов при 3 отставных унтер-офицерах. К ним подошел английский корвет «Миранда». Это, для понимания, 14 пушек, 200 человек военных моряков и еще 2 супергигантских орудия, дальнобойных, 92 фунта. Тяжелая артиллерия. Началась бомбардировка. В Коле сгорело все. Самое обидное, что сгорел памятник деревянного зодчества, многоглавый Вознесенский собор, очень похожий на фантастической красоты деревянную церковь, которую мы сегодня видим в Кижах. Сгорели сотни жилых домов. Защитники отстреливались из допотопных кремниевых ружей и трижды отбили попытки десанта. Ну а потом, когда в конце концов 3 защитников этой крепостицы умудрились уничтожить обозначавшие фарватер бакины, то англичане испугались, что, маневрируя вдоль Кола, они сядут на мели и отошли. Даже Кол захватить не смогли. Ну, кстати, капитан того фрегата впоследствии погибнет в Севастополе. А всего в Георгиевском зале Кремля мраморные доски, главный парадный зал наш, где проходят все торжественные церемонии, и особенно церемонии награждения героев России. Вот на мраморных досках там перечислены кавалеры ордена Святого Георгия, а также те воинские части, которые имеют коллективную награду. Георгиевские знамена. Среди награжденных 47 частей внутренней стражи за боевые заслуги. После революции внутренняя стража много раз меняла свои названия. Как только ее не называли. Войска ВЧК, внутренние войска ОГПУ, внутренние войска НКВД, потом внутренние войска МВД. Если мы с вами посмотрим кино, особенно в событиях 30-х годов, в Великой Отечественной войне, то мы привыкли после перестройки, как только в кадре появляются НКВДшники, сразу понятно, что будет. Сразу начинает тошнить. Один и тот же стереотип воспроизводится раз за разом. Чем занимаются войска НКВД на войне? Отловом бегущих с фронта, допросами, избиениями, хватают липовых врагов народа. И еще заградотряды стреляют в спину нашим войскам. Я лишь пару фильмов на эту тему могу вспомнить, показательных. Один особо отвратительный, снятый в 2000-е годы, называется «Служу Советскому Союзу». Там сюжет такой. Первые дни войны, рядом с границей находится лагерь. И вот в лагере, узнав о вторжении врагов, охрана, те самые НКВДшники, тут же трусливо бросают оружие и бегут куда-то в лес. Оставшись без охраны, зэки устраивают сходку, на которой митингуют и признаются в ненависти к кровавому сталинскому режиму, но в любви к русским березкам. После чего, объединившись и политические, и уголовники, берут в руки брошенное НКВДшниками оружие и принимают бой с немецкими десантниками. Десант они уничтожают, а вот после этого в лагерь возвращаются трусливые НКВДшники, всех выживших уничтожают, а подвиг зэков выдают за собственные и представляются к орденам. Этот чудовищный фантастический пасквиль предполагалось в 2012 году показать в эфире одного из центральных российских телеканалов прямо 22 июня, к дню начала войны. Я тогда только-только начинал служить министром культуры, не очень понимал, как работает эта система, и решил побиться за правду, написал письмо директору этого центрального телеканала, где попросил фильм не показывать. Или, по крайней мере, не показывать в этот день, потому что это просто оскорбление последних еще живых ветеранов. Откуда взята эта нелепая, грязная история? Фильм, к сожалению, показали. А директор телеканала, не побоявшись оскорбить людей в День памяти и скорби, еще ответил мне публично, по-хамски, какими-то глумливыми стишками. Господь ему судья, как говорится. С той поры многое изменилось. Сегодня и в голову никому не придет показывать по центральному телевидению подобную грязь. А мы, кстати, не поленились, прошерстили архивы. Там было много историй, связанных с моментами, когда немцы прорывались к нашим лагерям. Были плохие истории, когда действительно охрана, понимая, что они не могут эвакуировать зэков, кого-то расстреливали. Было много героических историй, когда охрана принимала жестокий бой с штурмовыми немецкими частями и бились до последнего.
Ни одной, естественно, истории из подобных описанных в фильме даже придумать было невозможно, чтобы охрана сбежала. Типичное перестроечное омерзительное кино. Могу привести другой пример. Кстати, фильм можете посмотреть как образец хорошего кино с киношной точки зрения, но очень плохого по неимоверному количеству избитых антисоветских штампов. Это совместное производство США, Англии, еще каких-то европейских стран, которые сняли тоже в 2000-е годы. Фильм называется «Враг у ворот». Иногда в прокате его называют «Сталинград». В главной роли мегазвезда Джуд Лоу играет нашего снайпера Зайцева. Кстати, играет с большой симпатией к русскому герою. Но фильм на самом деле поразительный с точки зрения того, откуда создатели фильма набрали геббельсовских пропагандистских штампов. Там режиссер раздавал интервью, что он изучил гору документов. По-моему, он изучил только подшивку фашистских газет. Гонятся на убой невооруженные, неподготовленные люди. Буквально по трое. С винтовкой бежит первый русский солдат, за ним второй безоружный, подбирает винтовку убитого первого. Третий, тоже безоружный, подбирает винтовку убитого второго. Такой, знаете, в 3 ряда human wave, людская волна, придуманная Геббельсом, якобы бывшая у нас тактика на убой. Комиссары отсиживаются за спинами вместе с НКВДшниками, подгоняют из пулеметов бегущих в атаку. Омерзительно и отвратительно, хотя, может быть, создатели фильма даже не ставили задачи очернить русского солдата, потому что, опять же, снайпер Зайцев и многие те, кто сражаются рядом с ним, изображены как герои. Но все, что можно плохого собрать про СССР, там собрано. Ну а потом все это в абсолютно чудовищном виде было воспроизведено еще в сериале «Штрафбат» режиссера Досталя, про который я писал еще в своей книге «Война». Рекомендую почитать по поводу кино о войне. В сериале «Штрафбат», сделанном, опять же, не бесталанно, что самое страшное, вся правда сводится к одному. Не только про войска НКВД, а вообще вся правда про войну. Мы воевали с немцами. А все остальное – это влажные фантазии создателей, продюсеров, и сценаристов и режиссера этого сериала. Ложь и клевета. Что было на самом деле? Во-первых, заградотряды существовали с древнейших времен. В Первую мировую заградотряды были и в германской, и во французской армии. Во время Великой Отечественной войны в составе войск НКВД по охране тыла были заградотряды. Их задача была просеивать тех, кто отступает, если в тылу находятся военнослужащие в форме, разбираться, как они попали, при каких обстоятельствах отступали, задерживать бегущих, проводить расследования, направлять потом обратно в действующие части. Даже в самое тяжелое время осени 41-го, когда действительно армия терпела поражение, и многие отступали без приказа, бежали с линии фронта, даже в это самое тяжелое время количество расстрелянных как дезертиры особыми отделами и заградотрядами примерно 2% от числа задержанных. Остальных в действующие части. В 1942 году, согласно приказу «Ни шагу назад» номер 227, заградотряды уже были созданы системно в составе РККА. Делали то же самое, задерживали дезертиров, останавливали отступающие войска. Ну, есть несколько случаев, когда стреляли поверх голов. Такие случаи в воспоминаниях, потом в мемуарах были описаны. Ни одного случая в истории заградотрядов и войск НКВД, когда стреляли бы по своим отступающим или по своим, подгоняя в атаку, ни одного такого случая не было никогда. Кстати, в 1944-м все заградотряды были расформированы, потому что мы победоносно наступали, и задача эта пропала. Ну а потом вообще сводить все рассказы про войска НКВД исключительно к заградотрядам – это грубая фальсификация и ложь, потому что войска НКВД не просто воевали по-настоящему, они воевали абсолютно героически. Эта страничка из музея – маленький материальный пример. Обложка брошюры, найденная в Брестской крепости. Рассказы детской писательницы о себе и детях. Тут о подростках и беспризорниках. Почему о беспризорниках? Потому что среди задач внутренних войск НКВД была еще борьба с беспризорностью. Осталась только обложка. Вся остальная брошюра сгорела, и это обуглено. Потому что эту казарму немцы брали с огнеметами. В этой казарме находился
132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД. Они охраняли тюрьму в Бресте, несли разные конвойные функции, были в самой крепости. Именно в их каземате была найдена потом в 50-е годы знаменитая надпись штыком на стене: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1941 года. 10 июля 1941 года весь 132-й батальон конвоя НКВД был исключен из состава войск, как целиком погибший в бою. Битва под Москвой, 7 дивизий, 3 бригады и даже 3 бронепоезда НКВД. И это не только дивизия Дзержинского, знаменитая, которая стояла на охране Кремля и особо важных объектов. Тогда ее называли отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Дзержинского. Омсдон. Кстати, Зоя Космодемьянская не была бойцом Омсдона, там было другое подразделение. Она служила при разведотделе штаба Западного фронта. К НКВД это отношение не имело, это легенда. Но вместе с дзержинцами Москву защищали тысячи и тысячи бойцов НКВД. Это были особые люди, люди из стали. Когда был создан почетный караул, вы знаете, в советской системе не было почетного караула, и впервые для встречи иностранных гостей, союзников, почетный караул построили только в конце 1941 года зимой. На аэродроме прилетал премьер Польши, потом Черчилль. Черчилль писал в воспоминаниях: «Я вглядывался в глаза советских солдат, которые стояли в этом карауле, дзержинцы. И я как-то почувствовал, почему русская армия непобедима». Бойцов НКВД и офицеров брали как добавку железа во вновь формируемые воинские части для укрепления металла. Что такое дивизия НКВД в условиях военного времени, как они формировались? Собственно, НКВДшников в дивизии была 1000 бойцов и 500 офицеров. Остальные призывники. То есть примерно каждый 10-й в дивизии – это кадровый НКВДшник. Это та самая добавка несгибаемого металла. Остальные должны у них учиться. Дивизия НКВД военного времени и выдержали первый удар по Сталинграду. Это знаменитая 10-я дивизия НКВД. Когда немцы прорвались к Волге 23 августа 1942 года, войск в Сталинграде не было. Оборону держала городская милиция и 1 дивизия внутренних войск НКВД. Чуйков так и писал: «Воины 10-й Сталинградской дивизии внутренних войск были первыми защитниками Сталинграда. Они с честью выдержали это труднейшее испытание, самоотверженно сражаясь с врагом одни до подхода частей 62-й армии». О подвигах можно говорить бесконечно. Вы помните, Александр Матросов попадет в историю не только потому, что он закроет грудью амбразуру вражеского дзота. Так сложатся обстоятельства. Мальчишка, беспризорный. Он был бойцом добровольческой сибирской стрелковой бригады имени товарища Сталина, гвардии рядовой. Он и попадет в приказ и в газеты. Каждое слово будет бить в десятку. Сибирская добровольческая имени Сталина. Александр Матросов. Простой детдомовский парень. Но на самом деле таких случаев, когда наши бойцы, отдавая свою жизнь за други своя, грудью закрывали амбразуру, в истории Великой Отечественной войны, по-моему, около 200, если не больше. И Матросов был далеко не первым. Еще за полгода до этого, там как раз в Сталинграде, боец дивизии НКВД, сдерживая немцев, 5 сентября 1942 года совершит точно такой же подвиг. И таких будет много. Когда немцы прорвутся на Северный Кавказ, Сталин отправит руководить обороной непосредственно наркома НКВД Лаврентия Берию. И основу всей оборонной структуры Северного Кавказа будет составлять дивизия НКВД. Большая численность, около 80 тысяч бойцов. Почему так много? Потому что Кавказ был не только внешним фронтом, где мы противостояли гитлеровцам, но и внутренним фронтом, потому что в тылу действовало огромное количество больших и отлично вооруженных и организованных банд. Это были и недовольные советской властью, и те, кто ждали прихода немцев. И большое количество немцев забрасывали десантников, инструкторов, спецназовцев, чтобы помогать этим бандам. Банды были многотысячные. Они уничтожали коммуникации, нападали на партийных советских работников,
сжигали школы, били по нашим частям с тыла, уничтожали госпитали с ранеными. Сотни специально обученных, заброшенных для разжигания повстанческого движения немецких агентов. Попытки взрывов мостов, травили колодцы. Борьбой со всем этим бандитизмом занимались войска НКВД. Когда мы говорим о бандитах во время войны и сразу после, особенно сейчас в контексте СВО, и не вспомнить вклад войск НКВД в послевоенную борьбу с бандеровщиной. За время немецкой оккупации украинская повстанческая армия, так называемая, фактически стала армией без государства, со своей разветвленной инфраструктурой, с лесными базами, схронами, складами оружия, широкой агентурной сетью, но и что скрывать. На Западной Украине с немалой поддержкой части местного населения. Посмотрите, тут есть интересные экспонаты из музея. Знамена этих упашников. Грязная желто-черная тряпка на самом деле когда-то была желто-синей. Знамя какого-то бандеровского отряда. Или вот такая же. Даже в руки брать неприятно, честно говоря. С трезубом. Высвела голубая краска. Небо Украины не выдерживает это. Гайдамакский какой-то там отряд. Была банда Гайдамака. Ну, это кличка, понятное дело. Объединял несколько отрядов. Войска НКВД с ними разобрались. Видимо, Гайдамак нашел свое последнее пристанище в каком-то болоте. Потому что знамя его отряда теперь в музее. А вот это, посмотрите, подлинная часть верхняя маскировочного костюма, которая называется почему-то амеба. Ну, что-то типа протокамуфляжа. Современного как раз вот в таких маскировочных костюмах в лесах Западной Украины бойцы внутренних войск отлавливали бандеровскую шушеру. Такие же маскировочные костюмы носили и разведчики в годы войны, десантники наши, диверсанты. Помогал немного спрятать силуэт, слиться с окружающей зеленкой. Статистика страшная на самом деле. К 1956 году, когда было покончено с бандеровцами, на Украине, и вся эта свора была уничтожена, ну, кроме тех, кто удрал куда-нибудь в Канаду, было убито 150 тысяч вооруженных бандеровцев. 90 тысяч осуждено и отправлено в лагеря, но еще примерно столько же явились с повинной, с ними обошли гораздо мягче. Вот такие цифры. Это огромная армия. Всего же за годы войны больше 300 бойцов внутренних войск НКВД были удостоены звания Героя Советского Союза. Если вы хотите представить себе, как они выглядели на самом деле, а не в этом мерзком перестроечном кино, где в синих околышах они стреляют в спины своим бойцам. Если вы хотите увидеть их настоящими, живыми, как Черчилль, пересмотрите еще раз хронику Парада Победы 24 июня 1945 на Красной площади. Потому что именно бойцы внутренних войск НКВД, лучшие из них, бросают фашистские штандарты к подножию мавзолея. Именно из внутренних войск НКВД была сформирована та самая особая коробка в темной форме с перчатками, которые швыряют штандарт Адольф Гитлер на брусчатку Красной площади. Много легенд по этому поводу. Специально одевали перчатки, чтобы не марать себе руки. Ну, на самом деле, конечно, нет. Парадную форму шили в попыхах. Но так оказалось, что у них именно руки в коричневых перчатках. Там чуть ли не модельеры Большого театра занимались в ускоренном формате моделированием для разных частей. Ну, вот этим достались перчатки. А стало символично. Интересно, что командиром этого отряда НКВД, который будет бросать знамена в мавзолею, будет старший лейтенант Дмитрий Вовк. Что этот парень родился в селе Нью-Йорк, рядом с Горловкой, Сталинская область, ныне Донецкая Народная Республика. Он прошел всю войну, орденоносец, принимал участие в параде и 7 ноября 1941 года, и в параде Победы 24 июня, командуя самой знаменитым частью этого парада. Вот такие люди были в войсках НКВД.
вот посмотрите на классическую, тем, кто постарше, знакомую, старую, добрую советскую военную форму образца 70-х, 80-х годов. Потом в конце 80-х внутренние войска выведут из структуры вооруженных сил, отдельно пограничников, внутренние войска, советскую армию. И вот на советской армии на погонах написано СА, советская армия, петлицы точно такие же, эмблема мотострелковых войск, а у этого старшего сержанта ВВ, внутренние войска, и темно-малиновые погоны, соответствующие петлицы. Сейчас такой цвет называют краповым иногда по цвету знаменитых краповых беретов нынешней спецназа Росгвардии. Что такое краповый берет? Это легенда, об этом могут рассказывать бесконечно. Это знак высшего профессионализма спецназовцев. Сейчас, чтобы получить настоящий краповый берет, в спецназе Росгвардии сегодня я наконец-то впервые произношу имя той силовой структуры, которую отмечали недавно 10 лет, но и, конечно, совсем не 10 лет, уже больше 200 со времен Евграфа Комаровского. Это структура, которая впитала в себя все самое лучшее, что было и в имперской внутренней страже, и в советских войсках НКВД, МВД, и в советских внутренних войсках. Это Росгвардия. В структуре Росгвардии подразделение специального назначения, элита из элит. Если ты сдаешь сверхсложный экзамен, это просто невероятно тяжело, и получаешь краповый берет, ты настоящий спецназовец мирового уровня. Так, для понимания, мне рассказывали, что хотя все люди, которые пытаются сдать этот экзамен, это подготовленные профессионалы, но в среднем сдает 1 человек из 8. А остальные идут по 2-му, по 3-му, по 4-му разу. И краповый берет – это то, чем гордится человек всю свою жизнь. Ну вот такой цвет в СССР был малиновый, теперь краповый. И в такой форме наши бойцы на закате Советского Союза защищали порядок, пытались отстоять целостность СССР. Вот видите этот конца 80-х щит бойца внутренних войск. Так он примерно держал его. Ничего сквозь него не видно толком. Где защищают, он тебя плохо. Щит подлинный, пробит камнем. Дохленькая защита, когда волнение на Кавказе, эти очаги напряженности, Баку, Тбилиси, Карабах, потом их стали называть горячими точками, Средняя Азия. И везде там наши ребята, офицеры и солдаты, срочники еще внутренних войск с такими незамысловатыми щитами становились последним оплотом порядка и власти. Бандиты, кстати, были вооружены. В советские годы не было такого оборота огнестрельного оружия, как сегодня. Все это было очень строго. И вооружались самодельным оружием вот такого типа. Тоже из музея Росгвардии. Самодельный револьвер. А пули самые настоящие, 9 миллиметров. Конфискованы в конце 80-х, начало 90-х, еще в Союзе. Вот самодельный пистолет-пулемет. Бьет очередями. Тоже конец 80-х. Кавказ. Если интересно, чем занимались бойцы внутренних войск и офицеры, почитайте очень интересные мемуары Сергея Степашина. Он как раз тогда служил во внутренних войсках. Там и про Спитак. Спитак – страшная трагедия, землетрясение. Борется советская армия и внутренние войска. Тбилиси и Средняя Азия, Чернобыль, чеченские войны, уже российская армия и внутренние войска. Особая история генерала Романов. В силу краткости нашего формата я лишь упомяну имя этого героя. По сей день в нем теплится жизнь этого удивительного человека, командующего нашей группировкой на Северном Кавказе во время Первой Чеченской войны и командующего внутренними войсками. Он заслуживает отдельного рассказа, ничуть не меньшего, чем генерал Комаровский. Человек жив, и мы надеемся, что Господь будет к нему благосклонен. Зайдите в интернет, почитайте о генерале Романове. Когда 10 лет назад создавалась Росгвардия, собирая разные структуры, и милицейский ОМОН, и внутренние войска, мы помним, какое это сопровождалось истерикой либералов, мол, новые опричники, для подавления протестов. Как показало время, воссоздание современного аналога внутренней стражи – дело необходимое. А я так много рассказывал о внутренней страже, потому что все это создавалось не на пустом месте.
потому что мы стоим на плечах гигантов, на плечах наших предков. И Росгвардия стала достойным продолжателем и традиций графа Комаровского, и традиций войск ВЧК ОГПУ, и традиций войск НКВД. Ну, конечно, на уже современном уровне. Подтверждение сказанному — герои Росгвардии сегодняшнего дня во время специальной военной операции. Я расскажу лишь о двух из них, не только потому, что они погибли, но и потому, что они оказались на страницах учебника истории. Самые последние его главы, правда, первого издания, сейчас с новым изданием, обновляем списки героев, их очень много. Но в первом издании оказались эти двое молодых людей из Росгвардии. Александр Потапов из Саратовской области, настоящий краповый берет. Воевал с первого дня СВО. В Харьковской области тогда ВСУшники подвергли обстрелу жилые кварталы Изюма, били из артиллерии, били из Хаймарса. Наши спецназовцы занялись эвакуацией местных жителей, которые в панике не знали, что делать. И при разрыве снаряда старший лейтенант Потапов, он же в бронежилете, прижал к земле и накрыл собой двух мирных изюмцев. Они оба остались живы, а он весь был изрешечен осколками. Похоронен в Балашихе, где неподалеку дивизия Дзержинского. У него осталось две дочери, а третья дочь родилась буквально через несколько месяцев. Она своего отца не увидела. Память об Александре Потапове не только на страницах учебника истории. На родине, в школе присвоили его имя, где он учился. Там бюст Герою России. В Балашихе поставили на доме, где он жил, мемориальную доску. Улицу назвали в Балашихе в его честь. Руководство Росгвардии следит за тем, чтобы память о героях сохранялась. Еще об одном парне из Росгвардии тоже есть главка в учебнике истории первого издания. Это Максим Концов, интеллектуал. Он отлично учился в школе, поступил в университет. Мечта стать краповым беретом. И он университет бросил и записался в спецназ Росгвардии. Прекрасно физически подготовленный парень. Там, на линии боевого соприкосновения, штурм. Его подразделение разведчиков спецназа захватило дом. Жестокий бой. Он получил несколько тяжелых ранений, но при этом продолжал координировать действия своего подразделения, не вышел из боя. Выполнил, как говорится, боевую задачу ценой своей жизни. Но вот краповый берет он так получить и не успел. Не сдал экзамен. Поэтому руководство Росгвардии посмертно его семье вручит краповый берет. Таких историй, как история Максима Концова и Александра Потапова, Комаровского и героев Брестской крепости, их наследников десятки и сотни. Росгвардия не уникальна в том смысле, что такие структуры есть во всех больших государствах. В Соединенных Штатах знаменитая Национальная гвардия, она, кстати, намного больше нашей Росгвардии, там почти 500 000 бойцов. Они постоянно проходят военные сборы, переобучение, но при этом совмещают военную службу с гражданской. При этом, в отличие от, например, от нашей Росгвардии, их очень активно используют за границей. В Афганистан посылали. Там сотни тысяч нас гвардейцев воевало. Национальная жандармерия Франции. Звучит немножко, жандармы. Нет, это очень серьезная военная структура. Туда входят внутренние войска, дорожная полиция, охрана атомных станций, отчасти функция МЧС, спецназ, морской спецназ, воздушная служба, горная разведка, криминалистические структуры, специальные лаборатории, аналитические службы. Еще одна полноценная армия. Итальянские карабинеры. 100 000 профессионалов. Причем, чтобы попасть в спецназ итальянских карабинеров, это немногим легче, наверное, чем в спецназ Росгвардии. Туда принимают после тяжелейших испытаний, включая альпинизм, подводное плавание. В общем, это отдельная армия, которая используется при проведении военных операций, в том числе и за рубежом. Так что Росгвардия – это абсолютно в духе мировых тенденций. Ну, вообще, в мирное время какую роль выполняет Росгвардия? Это охранитель иммунитета. Если организм здоров, ее как бы не видно. Но стоит появиться какой-то инфекции, организованная преступность, террористы, криминал, всякого рода цветные революционеры,
диверсанты. И вот тогда приходит часть Росгвардии. Победить нас в войне, в прямом столкновении невозможно. Остается попытаться расколоть изнутри, раскачать лодку. Но давайте, как делал когда-то Уинстон Черчилль, посмотрим в глаза тех, кто отвечает за то, чтобы внутри все было спокойно. Посмотрим на их лица. Поймем, как когда-то сэр Уинстон, почему нашим врагам это никогда не удастся. Спасибо вам за любовь к русской истории и спасибо за то, что вы дослушали этот необычный рассказ о том, как в нашей стране появилась такая специальная силовая структура.